Всем панкейк, дорогие друзья! Наш мир полон тайн, одна из которых — Древний Египет. Как много вы знаете на самом деле? Уверены, что не раз слышали про пирамиды, теории заговора и предположения о рисунках египтян. Сегодня это одна из самых развитых стран, куда едут туристы, чтобы как можно больше узнать о культуре и послушать невероятные истории на экскурсиях. Здесь мы поговорим о реальных фактах, которые, скорее всего, знакомы далеко не каждому. Поехали! Культ обручального кольца. Обручальные кольца на правой руке. Почему бы, собственно, и нет? Вы когда-нибудь задумывались о том, откуда пошла традиция надевать обручальные кольца на безымянный палец правой руки? Очень вряд ли. Этот всемирный обычай основали египтяне, которые очень любили исследование устройства человека, которое мы сейчас называем анатомией. Так, в одном из своих древних исследований они обнаружили, что на безымянном пальце имеется маленький нерв, который соединен напрямую с сердцем. Об этом пишут в таких древних источниках, как сочинение о Египте Плутарха. Имея такое основание, это стало не только научным, но и лиричным фактом, что сердце, любовь и брак соединены одним общим – то, что делает их единым. Позже греки позаимствовали эту традицию, а по прошествию еще большего времени так стала делать основная часть Европы. Настольные игры. Любите поиграть с друзьями в настолки и скоротать время? Жители Древнего Египта с радостью бы составили вам компанию. Все любят весело и с пользой проводить свой досуг, а современные производители балуют нас нескончаемым разнообразием игр, в которые можно играть самостоятельно или компанией. Первые настольные развлечения берут свое начало еще в додинастический период, где жители очень любопытствовали загробной жизнью. Так появилась игра Синет. Считается, что это одна из самых древнейших игр, где основная суть — перемещение фишек по доске. Была доска с квадратами, на которой изображены божественные существа, фишки в виде катушек и конусов, 4 палочки вместо кубика. Принцип очень похож на шахматный, и игрока также 2. Главная цель — вывести все свои фишечки и помешать сделать это своему противнику. Пенициллин. Антибиотики у древних египтян. Вот до чего дошел прогресс. Да-да, вам это сейчас не показалось. Жители Египта активно использовали пенициллин в качестве лекарственного средства еще до того, как стало известно о фармакологии. Все потому, что в это современное лекарственное средство входит несколько видов грибов, которые относят к роду пенициллиум. Для понимания, это разновидность плесени, которая имеет некоторые лечебные свойства в борьбе с инфекциями. Вот так и получается, что все новое — это хорошо забытое старое. Колеса со спицами. Те самые удобные и функциональные колеса, технология, которую применяют и сейчас. Да, все именно так. Производители вдохновились этим гениальным изобретением. Колеса транспортных средств, велосипедов и мотоциклов в прошлом — это кусок камня и деревянные спицы. Приблизительно в 2000 году до нашей эры впервые применялось подобное сооружение. Нужно оно было для военных целей и использовалось в известных египетских колесницах. Это значительно облегчало саму конструкцию, уменьшало нагрузку, давало преимущество в скорости и при этом не влияло на прочность. Да и время службы такого колесика значительно увеличивалось. Голубиная почта. Если вы подумали про тех голубей, которые норовят украсть печеньку, пока вы беззаботно сидите в парке, то вынуждены вас расстроить. Эти натренированы не хуже собак. Это вовсе не магия и не выдумка, а самое настоящее природное приспособление. Еще в древние времена люди заметили, что голуби прекрасно ориентируются в пространстве и всегда находят свое гнездышко, как бы далеко оно от них ни находилось. Так появилась идея передавать послания через пернатых друзей, на которых надевали маленькие сумочки, куда и клали письмо. Особенно актуальной такая услуга становилась в период разлива Нила. Хлеб. Вкусная выпечка, известная во всем мире, которая так полюбилась нам, тоже очередная технология египетских гениев. В Древнем Египте люди впервые начали делать дрожжевое тесто. Конечно, они не знали, что это деятельность дрожжевых грибков и молочно-кислых бактерий, но заметили, что при попадании в тесто определенных ингредиентов оно со временем поднимается и становится рыхлым. И главное свойство, которое было отмечено, такой хлеб намного дольше оставался свежим. Так что в следующий раз, когда захотите скушать бутерброд, вспомните, что для нашего блага постарались египтяне.
Календари. В Египте использовали 3 календаря, и у каждого из них было свое прямое предназначение. Множество из природных факторов послужило тому, что древние египтяне использовали сразу несколько календарей, один из которых был земледельческий. Из-за регулярных разливов Нила работа, связанная с землей, имела переменчивый характер, и люди старались подстроиться под природные условия. Также в обиходе был лунный и астрономический календари. Если вам нравится узнавать много полезной и новой информации, то подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и не забудьте нажать на колокольчик. Золотая борода. В старые времена были свои понятия моды и ювелирных украшений. Задумайтесь, возможно, и вам захочется подобный стильный аксессуар. Среди толпы точно будете выделяться. Эта тенденция возникла вследствие бога Осириса, который символизировал бессмертие души, плодородие и был царем в загробном мире. На всех рисунках его изображали с бородой и в величественном одеянии. Чтобы подражать и перенять хотя бы немного этой силы, фараоны носили накладные бороды из золота. Это демонстрировало могущество правителя, олицетворяло божественную силу и в некоторых случаях могло быть символом луча солнца. После смерти фараона его бороду могла надевать жена. Подушки из камня. Череда мягких перьевых подушек закончилась, все сурово, но с комфортным положением головы. Смогли бы спать на такой? Да, в Древнем Египте подушка представляла собой подставку, сделанную из камня. Она имела форму, напоминающую полумесяц, довольно выгнутая, чтобы зафиксировать положение головы. Да и в целом кровати и постельные принадлежности редко были мягкими. Климат жаркий, и нужно было создавать прохладу для комфортного сна. Близкородственный брак. Сейчас вы можете об этом не переживать. Брак с родственниками запрещен на законодательном уровне и не одобряется из-за генетических проблем следующего поколения. Правители в Древнем Египте вступали в брак с родственниками, чтобы оставить чистую кровь и пресечь возможность находиться в отношениях с нецарствующими семьями. Таким образом, сохраняли статус и значительно сокращали количество претендентов на престол. В обществе идеальный брак представлялся как аристократическая семья, которая берегла свою честь и историю рода. Приручение скота. Многие из вас видели, как пасутся коровы, овцы и козы, как за ними тщательно ухаживают на ферме и следят за здоровьем. Но так было далеко не всегда. Стадо было вольным и диким. Что же сделали египтяне? Наши друзья меньшие не с самого начала были нашими верными друзьями, которые приносили пользу в ресурсном плане. Жители Египта считали, что природа, человек и животные — это части одного единого творения, которые должны жить в полной гармонии друг с другом. Таким образом, домашнее хозяйство стало символом космического равновесия. Лысые дети. Вряд ли вы были бы счастливы в подростковом возрасте ходить практически без волос. Но вот египетские подростки в прошлом вынуждены были соблюдать такое странное правило для наших современников. Давайте разбираться, это красота или здоровье? Это не было влияние моды или вкусовые предпочтения родителей. Жаркий климат, засушливость и множество насекомых – такие факторы наносили вред здоровью неокрепших организмов. До достижения подросткового возраста детей брили и оставляли совсем крохотную косичку. Это был метод обезопасить детей от вшей и различных блох, которые могли переносить заболевания. Фараоны страдали от избыточного веса. Вот так неожиданность. Оказывается, учебники и картинки с рисунками из пирамид нас обманывали, ведь там изображены стройные правители. Исследование мумий учеными показало, что многие из фараонов страдали лишним весом, а у некоторых был даже сахарный диабет. Если посмотреть их основной рацион, то там много сахаров. Пиво, вина, мед и хлеб. Конечно, такое питание не могло не сказаться на здоровье. Рисунки, которые были сделаны, лишь немного приукрасили действительность. Плоская Земля. Все сторонники идеи о плоской Земле сейчас ликуют. Возможно, они в чем-то правы. Как думаете? Египтяне считали, что наша планета абсолютно плоская. Небо являлось стеклянным куполом, который не обрушался только из-за гор, которые поддерживали его. По поверьям считалось, что Нил протекает ровно посередине Земли. Смена дня и ночи тоже объяснялась божественной силой. Солнце — это колесница бога Ра, которая постоянно движется от злого змея. Ночью между ними происходит сражение, но каждое утро Ра одерживает победу над злом. Брачные контракты.
Уверены, что сейчас вы очень удивлены, но законы существовали даже в такие древние времена. Современные договоры мало чем отличаются от тех, которые описаны в старых источниках. Перед тем, как создать семью, будущие муж и жена заключали договоренности об обязанностях и возможном делении имущества. Это передавалось на утверждение джате, наместнику фараона, который был в качестве судьи. Тот следил, чтобы в контракте определялись обязанности мужа в отношении супруги и было подробно расписано приданное возлюбленной, которая вступала в семью. В случае развода жене доставалась 1/3 часть имущества, что много, потому что основной работой женщины считался дом и быт в нем. Во время празднования свадьбы договор зачитывался и в присутствии свидетелей ставили печать. Надеемся, что выпуск был интересным и вы узнали много новой информации. Если это так, тогда подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе свежих фактов о нашем мире. С вами был Панкейк. Хорошего настроения и до скорых встреч!